User X. Подскажите, чтобы пройтись грунтом по загрунтованному холсту в Иулне. Я такого слова не знаю. Иулне. 2Л. Его надо для этого натянуть или достаточно на твердую поверхность прикрепить? Да можно, конечно, степлеры я пристреливаю, ну, к поверхности, к фанере, например, к листу или к старому столу. В 4 местах немножко натягиваю и грунтую, все в порядке. Так что не обязательно его в июльне вот делать. User GE. Конечно, очень интересно смотреть за Бато. Но почему деревья зеленые, а он их пишет синими? Кто-нибудь может ответить? Давно интересует вопрос этот. Друзья, включайтесь, надо помочь юзеру GE. Ну и что? Я думал, что губы, например, у нас розовые, да? Я думал, что красная помада, ну так, синий даже красят. Как будто не... Замерзла, как будто девушка. Прям синие, почти черные. Дизайн такой. Вроде бы можно было подчеркнуть эту красоту, естественную розовость. Ну, усилить там лак или блески какие-то. Нет, синий. А веки вот эти вот, как девушки красят, белым, например, или каким-то блескучим, золотым. Ну, дизайн. Мне кажется, что художник может пробовать все, что угодно, лишь бы был эффект. А потом Бато, он уже импрессионист. Я тоже крашу те же деревья зеленые. Не всегда зеленой краской. Это же в лоб. Когда ты пишешь произведение, ты думаешь о том, как это сделать необычно. И в этом смысле много предложений. Можно держать гамму какую-то специальную, например, красную. Тогда там не очень будет уместно, например, в лоб списывать зеленый цвет. Хотя и может быть. Короче говоря, лучше всего следить, по мне, за тоном. Тон – это светлота. А в цвете делать эксперименты. Тогда воспитывается некая свобода цветовой передачи, насыщения вот полотна какими-то странностями. И они могут быть более чем уместны, чем просто переписывание в лоб того, что мы видим. Ну, улучшить ему хочется, Бато. Красивее сделать, чем есть. Вот, например, человек, девушка причем, небесной красоты, и вдруг смотришь, штамп какой-то, наколка, причем какие-то там чего-то, даже неизвестно, что написано что-нибудь. Часто бывает так, японские иероглифы, я спрашиваю, а что это такое? Я не знаю, красиво. А это же может быть какая-то, что называется, программа какая-нибудь в тебя вступила. Ну, космическая. Ты через эту, не зная, что напечатал, а что-нибудь такое, что тебя, например, наоборот, не возносит, а, да, ниже по лестнице. Так что будьте осторожны с этим, с наколками. И я призываю пробовать. Пробуйте. Не обязательно деревья зелеными писать. Пробуйте синими, серыми, любыми цветами. Лишь бы шурупчики заворачивались так, что вырастало художественное произведение из-под печатного станка вашего сердца. И тогда, глядишь, вот эта тема писания ощущения, впечатления может быть сильнее проявлена, и вы нащупаете такую тропинку в этом изобилии повторения цвета, который все художники видят и повторяют его, в сторону того, что вы сочиняете композицию. И сочиняете так, как никто не сочиняет. Ну, это же уникальность. Тогда вас невозможно будет повторить, потому что вы всегда опережаете своей неожиданностью. User ZT. Вячеслав, вы предлагаете Буриданову ослу наплевать на оба стога сена и насытиться впечатлением от собственного ИА, которое при непомерном самомнении осла непременно покажется ему шедевром. А дальше что?
Ведь одним собственным впечатлением от своего шедевра сыт не будешь. Речь была о том, это на мою реплику, о том, что если ты стоишь и думаешь, куда тебе идти, в сторону, чтобы угодить зрителю, или в сторону творчества, да, ты не будешь сыт. Может быть, ты будешь абсолютно не признан, но душа твоя будет сыта, она будет петь. А когда ты идешь в угоду зрителю, то это происходит такая трансформация со временем, что живопись может опротивить, потому что ты будешь все время угождать, не оставив места творчеству, душа твоя будет, в общем, в унылости пребывать. И рано или поздно это кончится печально. Может, вам повезет, попробуйте, но мой опыт общения с людьми, которые, просто со слезами на глазах, кстати, и дар может утратиться. Вам начальство дало дар писать творчески, а вы его раз в угоду попсы, налетай, торопись вот это все, вот эту ерунду делать. Надо честно просто себе сказать, что это не творчество, это ремесло. Я просто копирую, но не ждите тогда никаких результатов, феерических полетов от создания собственных каких-то удачных произведений. Нет, будет просто такая вот печаль, стагнация. Вы будете шагать просто по проторенной, протоптанной дороге, и нужно просто честно себе в этом признаться. Творчество – это экстаз. Здесь экстаза не будет, не получится. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. User ZW. Шикарная картина требует шикарной стены или даже квартиры целой. В бабушкиной квартирке произведение Гогена или Ван Гога или любого другого мастера могут смешно выглядеть. Любой дизайнер согласится. Представляете, что вы, юзер, предположим, я не знаю, может это мужчина, но я думаю, это девушка. Да, вот на аватарке девушка. Вы заходите к бабушке в дом, в ее домик деревянный, например. Разве ваша красота как-то изменится? Будет меньше в этом домике, когда вы окажетесь? Да мне кажется, вся деревня сбежится, чтобы все окна облеплять, чтобы увидеть вашу красоту. Будут смотреть только на вас, а не на лавки и не на всяческие там кружавчики, кружевные подушки, как это называется, наволочки такие. Да, известные факты. Мне одна галерейщица рассказывала, что у нее купила работу женщина большую, если не сказать огромную, которая не помещалась у нее в квартирке. Так она построила для этой картины дом. Ценность картины настолько высока для нее, что она построила для нее дом. Красивая история. И потом бриллиант. Если он упал в пыль, в грязь, вы его подняли, помыли, он останется всегда бриллиантом. Золотые часики, например, уронили в грязьку, в лужицу какую-нибудь. Это же их ценность не уменьшится, если они водонепроницаемые.
Пленэр в Костроме на дебаркадере мы писали с ребятами, друзьями год назад. Посмотрите это кино. 668 называется.